Всем доброе утро, всем привет! Я с микрофончиком, не удивляйтесь. У меня с сегодняшнего дня я себя, я не знаю, не буду рассказывать. В общем, решила я тут одну штуку попробовать, как всегда. Куда же я без этого? В общем, решила активно развивать свои соцсети. Вот. И сейчас хочу запустить стрим на ТикТоке. Надеюсь, у меня все получится. Но вы его, к сожалению, уже не увидите. Когда у вас выйдет, стрим пройдет. Но в планах, если я буду дома, завтраки хочу, которые повторяются, рецепты не нужно снимать, хочу их в стримах готовить. Что-нибудь рассказывать. Вот. Требует моя душа общения. А так как я больше времени нахожусь дома, мне его капец как не хватает. Так что решила его вот так вот реализовывать свое общение. Ну, правда, какой-то грохот. У нас ходили, долбились по квартирам. И я еще лежала, не пошла выходить. Видимо, чистит крышу. Слушайте, грохот вообще. И у нас машины стоят. Это не крышу чистит. Это чистит. Две машины чьих-то стоит, а там чистит снег у нас во дворе. И они капец как мешают. Ладно, всем хорошего дня. Я к вам обязательно вернусь. А я отправляюсь на первый свой стрим. Ну, я как обещала, я к вам вернулась. Я приготовила завтрак. Никак его еще посчитать не могу поесть. Уже пообщипала весь лаваш. Мне кажется, да. Любители АСМРщики. Я сейчас сразу идея пришла в голову. В общем, я записала первый эфир. Ну, как записала? Просто был эфир. Там, к сожалению, нельзя запись оставить. Так бы прикольно. Я бы хотела вечером вести эфир, чтобы и на Ютубе он был, и был на ТикТоке. Так что подписывайтесь на мой ТикТок, я оставлю ссылку. Буду проводить. Хочу те завтраки, я как и говорила, которые готовила, проводить там в стриме. У меня было почему-то очень много людей из Кореи. Корейские надписи, может, это китайские, конечно, но мне кажется, это корейские, потому что у меня Варька там эти пишет, они чуть-чуть отличаются. Хотя, фиг его знает, может, и не отличаются. В общем, 300 человек, наверное, 300, да, посмотрела. Ничего мне не написали, конечно, я там болтала, рассказывала, как камни сегодня ломились, напугали меня, сволочи позорные. А потом я поняла, кто это был. Вот у меня собака тут разрывала, просто лаяла. А я лежу такая в кроваточке, да, никого не трогаю. А мне тут раз и... Прикол. Там две машины мешают. Вот у нас возле подъезда две машины стоят. Там одна вообще без капота. Может, она на машине ездит. Это, кстати, я знаю, это на 3-м этаже пацана. Он молодой. Ему, видимо, купили такую чисто погонять машинку. Сейчас скажу, что за машина, кстати. Я забыла, что у него за машина. У него 9-ка. Вот. И он на ней ездит. То дружков возит, то девчоночек. Вот. Ну, они не достучались. Они, видимо, тоже знали. Они долго стучали на 3-й этаж. Ну, а что стучать, если никого дома нет? Объявление вчера. Не было объявления. Я вчера была вечером. Если они сегодня в 8 часов расклеили, когда люди уходят на работу. Ну, извините, пожалуйста. Они, знаете, у нас такую фишку взяли в моду. После события весить объявление. Ну, типа, вы не видели. Воду, особенно когда отключают летом. Кстати, лето очень хочу. Мы вчера с Аленкой говорили. Я говорю, у нас опять не будет воды. Мы опять не готовы. У нас нету водонагревателя. У нас нету ничего. И они берут, допустим, отключили в 5 часов. Ну, или вечером отключение, там в 7. С утра появляется объявление, что там с такого-то времени по такой-то не будет воды. Я думаю, офигеть. Мы же, конечно, мы же экстрасенсы, мы сделали запасы воды. Ой, ладно, всем приятного аппетита. Буду есть уже холодную еду.
Я тут готовлю обед. Решила приготовить. Знаете, что я решила приготовить? Я же вчера купила фунчозу. Так что у нас сегодня фунчоза. Ну, такого плана фунчоза, но почему-то очень хочется. Вообще сегодня было по плану снять видео, но что-то пока я до него не добралась. Так, заливаем нашу фунчозу на 5 минут кипяточком. Девчатам сварила спагетти. Варварка фунчозу точно не будет есть. Спагетти. Потом мы вчера колбаску вкусную покупали. Так что, если что, сегодня можно будет... Не хочется мяса. Надо детям что-то было сварить. Мясо мне почему-то вообще не самой, что у меня опять начинается. Я год не ела мясо. Сейчас приближается, как я год ем мясо. И у меня опять на него какое-то отвращение пошло. Я не знаю, как это работает. Так, нам нужен будет огурец, перец и морковка. Все по стандарту. И чеснок. Но чеснок я хочу... Нет, чеснок я хочу. Хотя мне сегодня идти на тренировку. Буду на тренера так. Упражнение классное для счетчика тела. Потом засниму. Я надеюсь. У меня столько планов, надо записывать, какие я хочу видео заснять. Потому что я даже придумываю что-то прикольное, а потом хожу в моменте. Что хотела снять? И забыл. Даже собачь. Что носишься как конек бабунок? Так, морковка здесь хорошая. Здесь хорошая морковка. Я же купила морковь. Зашла и прифигела. Пятерочки. Думаю, ну я помою морковь, ну что вы. 80 с копейками, то ли 83 рубля. Честно, не соврать, 83, по-моему, чищенная, ой, не чищенная, мытая морковь стоит. И 23 немытая. Я помню. Меня было, я бы, знаете, какую купила из моркови? Бэби. Но у нас, к сожалению, бэби морковь не продается. Мы в такой попе мира живем, что, к сожалению, бэби морковь нам доступна. Вот ее бы я попробовала. Мне кажется, она должна быть супер сладенькая. Так, перец болгарский нам еще нужен. Мне один перец нужен на рецепт. Просто рецепт, если этот снимать, который я хотела, мне нужно будет это есть. А я хочу фунчозу. Так, я не засекла время. Минута прошла где-то. 5 минуточек надо, чтобы половинку. А это как раз Варюша остальное не докушает. Она любит болгарский перец. Да я сама обожаю болгарский перец. Сегодня смотрела Катю. Катю. Какую Катю я сегодня смотрела? Не про Катю я хотела рассказать. Дашу смотрела. Кореянка Даша. Кто-то смотрит из Кореи, девочка. 4 года она там живет, с мужем уехала. Ну вот я ее смотрю. Не знаю, как я на нее попала, но мне так нравятся ее влоги. Ну и она рассказывала про овощи, как она скучает по помидорам, по нашим, что в Корее не может найти вкусные помидоры и перец. Она рассказывала, что перец практически безвкусный. Ну, вообще вкуса не так же, как и помидор. Так. Думаю, как хорошо, что у нас даже зимой перец более-менее нормальный. Даже помидоры можно вкусные найти. Особенно черри, они вообще, мне кажется, круглый год сладкие. Малявочки эти. И мне нравятся помидоры не красные, а коричневые. Мне кажется, они такие сладкие. Вот я в последнее время их беру. Потому что они пипец какие прикольненькие. Так, ну как у нас. Кажется, много фунчозы, надо было полпачки сделать. Ну ладно. Что уж теперь. Будет не полпачки. Я пришла сразу. Макароны делала. Поливала. Ой, еще не скоро. Еще не скоро. Варвара скоро придет, а Алена еще не скоро. Я почему-то подумала, что уже больше времени. Еще только час дня. Так, это все мы на корейской терке. На такой терке. Вот перец болгарский. Мне каждый раз не получается, чтобы его сделать красивеньким. Ну, хотя какой-то закорючки у меня получается. А если резать, то он вообще не прикольный. Видела это, ножом даже умудряются капусту шинковать. Господи, может у меня руки и мясо растут. Ну, какой он сочный, мне прям что, знаете, хочется сделать вот так. Прям. Я вообще перец могу
Реально классный. Перец могу есть просто так. У меня варюха такая же. Аленка вообще не любит перец. А вот Варька, как я. Я могу спокойно. Вот такой большой перец. Просто так. Но она подсаливает, я не подсаливаю овощи. Она все равно чуть-чуть подсаливает. О! С глаз. Короче, я не люблю подсоленное. Мне нужно, чтобы овощи... Я, кстати, раньше тоже любила вообще, чтобы все соленое было. А потом как-то себя приучила, что нужно вкус овощей, иначе реально ты ешь соль. Все, больше ты ничего не чувствуешь. А я как-то перешла, что мне овощи не соленые, мне нравится их природный вкус. Ой, как я приноровилась. Очень вкусный перчик. Так. Но только неудобно он так остался. Обудочек. Ну, Аленка у меня вроде это фунчозу ела. Я надеюсь. Я что-то не обратила внимания у сестры, ела она ее или нет. Потому что будет весело, если я себе одной сделала целый тазик. Я подготовила как раз воды. Из-под крана я что-то не решусь ее промывать. У нас в последнее время я фильтр сменила. 2 месяца пробыл фильтр. Все, вода невкусная, отвратительная. Я вот вчера открыла графин, поменяла фильтр. Думаю, блин, 2 месяца, ну куда это годно? А вот если без фильтра, у нас прям какой-то осадок, там какие-то частички какие-то плавают. Думаю, господи. Господи, что мы пьем? Что у нас за фильтрация? Так, вообще мокрая. Мокрая, холодная, не теплая. Так, добавляем туда всего. Сейчас морковку еще добавим. И огурец надо как-то тоже вот так вот нашинковать, с ним тоже проблема. И чеснок. Зубчик чеснока я туда добавлю. И все. И маринад и поставлю. И поставим в холодильничек. Это все, чтобы это настаивалось. Эх, красота. Морковка. Морковка сочная. Я если что-то ем, то сразу топоток возле меня образуется. Где мои любимые собачки. Сразу бежит смотреть, что я там ем. Оба. Сюда. Тоже сюда. То есть постараюсь еще, конечно, перец. Получше заэтовать. Ну и огурец. Здесь у огурца серединка останется. Просто серединку потом съедим. Потому что у него самое прикольное, когда вот это вот именно с кожурой он тогда пожестче. У нас что-то опять мороза какие-то. Сегодня с утра минус 25. Завтра минус 28. Я думаю, да вы что, одурели? Когда уже весна-то будет? Зато у нас в декабре было тепло. Погода чудит. Вообще. Перестань! Чешешься, опять сидишь. Так, сейчас посмотрим. Хватит нам там. Блин, мисочка, конечно, у меня, как всегда. Всегда делаю в такой миске, что размешать, конечно. Ой, красиво как. Смотрите, какая красота. Обожаю фунчозу. Посмотрела, что у фунчозы у готовой калорийность 90 калорий на 100 грамм. Поэтому сегодня у меня будет фунчозный день. Все, замечательно. Всего достаточно. Только с болгарским перчиком. Сейчас еще надо немножко его. Хотя его много тоже не надо. Аленка не будет. Иначе будет выбирать. Хотя я не помню, вот ела она в прошлый раз или не ела. Мне кажется, там не видно. На вкус. Ой, буду ждать своих девчонок. Ну давай. Чешись. Нет, все, он уже не трется, уже неудобно держать. Так, добавляем туда. Надо масло, заправку. И все. И чеснок. Да, чеснок я еще не достала точно. Нормально. Чесночок лежит. Благо у меня есть человек, который меня снабжает чесноком. Я обнаружила, что у меня нет желтого лука. Надо купить желтый лук.
Вспомнилось мне резко, что у меня нет желтого лука. А с фиолетовым суп готовить как-то вообще он тогда сразу как будто черный становится. Так, берем перчатку. Уже нашу терочку. И вот на этой стороне большой чеснок сюда. Мне кажется, одного зубчика будет просто за глаза. Хоп. Хоп. И все. Теперь отстукивайся, товарищ. Все. Что ж я так неудачно сделала. Перчатку я надела, а этот не брала. Перчатки нет. Не хочется еще одну. Вкусно. Короче, выливаем всю эту жижу сюда. Что она в какую-то сторону идет. Оказалось, она соевого цвета, а она коричневого. Так, и написано было... Я все равно чеснок зарежу. Столовую ложку нам нужно добавить масла. Ну и все размешиваем и убираем на 2 часа в холодильник. Наш фунчоза готов. Мы позанимались, у меня сил вообще нет. Да, нет, не ты забрала мои силы, у меня просто сегодня это... Мне сегодня кружилась голова постоянно и мутнело, темнело в глазах, мутнело, говорю. Темнело в глазах прям. Жестко как-то. В силу надо прикладывать, а у меня крыша. Я ж когда этот мостик делала, встаю и повело так. Думаю, нифига себе. Вот это приход. Я, кстати, сегодня мостик увеличила до 40-82 килограмма. Не. Да. Он говорит, да надо было по 25, короче, в следующий раз будет. По 25 будем накидывать и плюс гриф 42. Куда ты пошла? Пошли. Мы вернулись домой. Ой, я хотела выключить, а получилось включили. Что-то сегодня натренировался, мне сегодня прям сил. Кое-как до дома дошли. Мы с Варюхой еще дурачились. Я от нее бежала. И, знаете, она говорит, ты как бежала? У тебя сил нет. Я говорю, я как на лыжах. Я даже ноги не поднимала. Забрала, наконец, свои перчатки. Ура! Размер М. Они такие красивые, гламурные. Что ты? Это сырочек. О, господи. Смотри, какой тонкий отрезался. Вообще, прям как этот ювелир. Смотрите, какие гламурные у меня на работу будут перчатки. Я сейчас оставлю домой. Ну, Ален. Оставлю домой себе мыть посуду. Вообще, гламуреныш. Я его забрала. Это же я тут раз лоханулась с ними. О. Что я сделала? Я сделала... Заказала эльку. И отказалась от нее. Думаю, куда я буду эльку? Если мне М-ка, я одну перчатку могу одеть. Ну, 2 перчатки на одну руку могу надеть. Спокойненько. Так, 2 пары. Я себе отложу сразу. Собираемся кушать. Варька меня тут уболтала. Я купила шоколадную пасту. Я вообще пошла за мягким... Не за мягким, за зернистым творогом. Который, знаете, в баночках вот тут простоквашино, и там джем есть. Вот я его взяла. А они меня тут соблазняют. Мы там еще булку взяли, еще что-то. Маленька говорит, я еще не буду считать. А я что-то капец какая голодная. Еще зашла, купила сегодня витамины, взяла нам попить железо для профилактики и йод. Я же рассказывала, что меня что-то вот я резко даже с кровати могу резко встать, у меня что-то крышак едет вообще. Вот поэтому я решила. Так, 2. Тут 50 пар. 3, 4, 5, 6, 7. Я, наверное, 10 себе оставлю. 8 оставлю. Меня Варя просила одни. Оставлю. Я просто, если на работу потащу, я с работы просто принесла. Видимо, ниже брала чистыми руками, нормально. А тут была одна пара в пакетике, и еще там папа покупал. И они так лежат. И у меня, они, знаете, как будто, они чистые, все. Но то они как будто гаражом пахнут. Я их сегодня утилизирую. Все, пойдем греть. У нас там макарошечки. Мы купили, кстати, вкусный очень хлебушек.
Я вот не знаю теперь, я соблазняюсь на этот хлеб. Я особо ничего бы не хотела, а он прям свежий вот этот с сыром. Надо его, кстати, размотать. Я специально сегодня завязала. Я расстроена, что мне мама купила Варе. Вот это вот со вкусом клубники в виде бегемотов. А нам вот эту. Я взрослая. Вот такую вот. Там высоко таблеток, и они вот такие вот. Вот такие вот, маленькие. И невкусно пахнут. Дайте клубнички пахнут вообще. Я сейчас покажу вам. Ушел сосед. Вот такая у Вари. Ну, это детские. Это бегемот, если что. Сейчас свои покажу. Наш. Я купила ей детское железо Вы жевательное. ее не увидите. А это на... Она пахнет ядерно. Ну, она пахнет железом. Что ядерно? Жалуется козюлина. Ой, козюля. Так, я перчатки сейчас черные выкину. Что-то надо все повыкидывать Я лишнее. погрела свой таз, смотрите. Макарошки с сыром. Алена сегодня ничего не считает, поэтому она такая довольная. Я тоже уже, если честно, задолбала считать, но... Я завтра опять буду сейчас кушать. Это у меня на один день До сырочек. До 23-го я хотела все-таки. Я не с той стороны отрезала, хотела отрезать с той стороны, где я откусила. Ладно, все, будем собираться кушать. Всем приятного аппетита. Я хотела еще показать, какую я открыточку начала делать. Давай. Ну, потом покажем. Ну ладно. Все, ура, все дела сделаны. И, представляете, я пришла, мы с девчатками поели, и я просто легла, и меня прям отрубило. Мы с Аленой играли в Майнкрафт. Они играли, да, в Майнкрафт. Уроки, правда, сделали, да. Даже мне еще, я вспоминаю, ты читала мне, я что-то смутно помню. Про что ты мне читала? А вот слушать надо было. Да, я потом вспомнила, что я читала. В общем, попалось мне видео, может, реально поэтому я тренируюсь, а у меня... Ну, перестань. Почему серая? У меня очень мало... Или серая, это цветная. Не знаю. Теперь цветная, это серая. Может, из-за того, что мало калорийности я ем, углеводов меньше стараюсь потреблять, и просто энергии у организма не хватает, тем более тренировка тяжелая. Физически я веса добавляю, а силушки неоткуда, видимо, браться. Просто мужчина мне попался сегодня, что 1200 калорий для моего возраста, вообще для девушек. Это, говорит, нужно лежать и ничего не делать просто. И 1200 калорий, тогда будет нормально. А если вы делаете типа тренировки, то нужно до 1800, я не знаю, как на 1800, тут очень много. Надо убирать наше взвешивание эти все. Варь, перестань. Что сам? Она вчера вышла с этими, вот так вот сделала губы. Я думаю, что не... Как она так сделала? Попробуй так же. Не хочу. В общем. А до 23-го еще 10 дней. А я до Мы учимся на 23-го. следующий день всего лишь 4 дня. Ура. Алена завтра с 5-го урока. Короче, дотяну до 23-го. Нет, непонятно. А 23-й это пятница? Значит, мы на тренинг сходим. У меня осталось 3 тренировки. Чё? 2, да, тренировки у меня уже осталось. Да. И надо оплачивать. Ладно, все, будем с вами прощаться. Варюха дурачится, уже сидит. Ей нужно идти спать, ложиться. Так что всем спокойной ночи. Пока-пока.